Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, преобразование вечности. В данной теме я показываю, каким образом структуру вечности, которая как информация выглядит в виде оптической определенной величины, можно преобразовывать в структуру какого-то локального события, тем самым создавая статус вечности в самом событии. То есть, если информацию вечности перевести, например, в тело человека, соответственно, тело человека становится вечным. И также преобразование как величина диагностическая в плане именно о том, какая вообще характеристика вечности нам нужна. То есть, если мы имеем просто информацию, да, например, как светооптическую величину, то в действии преобразования нам нужна вечность, которая, например, выглядит в виде вечно живущего человека. Или нам нужно действие, которое обеспечивает вечный фактор события. То есть событие имеет следствие, которое соотносится с понятием вечности. То есть любое событие приводит в дальнейшем к вечному развитию, например, цивилизации. То есть в данном случае я имею в виду вот этот уровень управления, где вечность преобразуется в зависимости от цели управления. То есть простой пример, когда человек делает управление в бесконечность и видит какую-то бесконечную величину, то есть он берет и специально делает управление такое, чтобы отслеживать бесконечный фактор, да, этого события, то есть он видит бесконечно, например, или ставит своей целью, то здесь получается, что как только бесконечность в виде цели ставится, то есть нужно создать бесконечную величину, то система преобразования, она такая, что человек решает либо задачи здоровья или развития, да, вечного, значит, вечность должна перетекать в структуру физического тела, либо это все-таки уровень каких-то соединительных, что ли, тканей событий, то есть когда мы должны сделать так, чтобы каждое следующее событие имело следствие. То есть фактически в идеале речь идет о том, что, вот, например, как делает Бог, все события мира, которые Он создает, приводят к следующим событиям, то есть нет прерывания, да, реальности. То же самое здесь. Нам нужно так преобразовывать структуру вечности, вот эту величину, что мы должны видеть внутренний контекст любого события, то есть внутренний статус или какую-то внутреннюю жилку даже. Это выглядит, кстати, как более проявленная в оптическом диапазоне величина. То есть там получается, что похоже на канал такой вот именно белого цвета внутри оптики событий. И вот эта оптическая величина — это и структура фактически перевода события в следующее. То есть перевод в следующее событие находится внутри системы, внутри локального какого-то одного события. Вот как сказать, что событие будет следующее после какого-то одного, и как контролировать этот процесс? Нужно входить внутрь системы, именно не во внешнюю структуру, а внутреннюю. И поэтому, если вот сравнить с человеком, то внутреннее решение человека, да, определяет какие-то внешние связи. То есть вот на этой системе координат видно, что человек, в принципе, устроен тоже по структуре преобразования вечности, например, во внешнюю структуру или в какую-то мобильную структуру. Если, например, задаться вопросом, что определяет или что мотивирует поведение человека в той или иной ситуации, кроме логического статуса, то здесь можно видеть, что существует некий вихрь преобразования, которые издалека выглядят, например, как физическое тело на информацию. И вот чтобы научиться диагностировать физическое тело, можно, огибая эти вихри, вступать в статику оптики. То есть вот есть некая турбулентная величина, и выглядит это как некая такая фаза разобщенного свечения. Если в нее не заходить, а контролируемо обойти, четко видно все тело человека, буквально как через томограф, и причем каждую клетку. Потому что статика тела, она как раз таки и определяет то, что это некий контакт, да, со следующим событием. То есть физическое тело — это есть гарантия следующего события физического мира, получается, вообще любого мира. И точно так работает и физическое тело Бога. Все, что касается тела, имеет всегда следствие, то есть следующее развитие. И отсюда видно, что когда мы говорим о макросозидании, это всего лишь навсего локальная цель любого действия. И вот это, кстати, есть переход на следующий уровень. Тогда мы находим координату следующего действия, и, соответственно, мы уже управляем следующим действием. То есть в этой задаче управления главное найти соединение, именно тот шарнир, который организовывает фактически действие не потому, что
мы его ставим там или как-то конструируем долго, а потому что мы нашли переход от уровня как бы промежуточного, или, скажем так, промежуточным назовем текущее действие, и вот от этого действия мы получаем любое причем другое, то есть либо следующее, или там на миллион лет вперед и так далее. И когда мы вот уже умеем или там стараемся и приводим к тому, что мы создаем структуру вечности как, например, там, человеческую величину, то есть такую же, как, например, там, жизнь человека. Да? Ведь информация жизни, она по большому счету имеет любую оптическую, ну, в светлом диапазоне, да, в основном, систему как бы окраски, управления. Ведь, например, там, человек смотрит на физическую реальность, и в восприятии у человека откладывается, как выглядит реальность, да, какая-то, любая. И это тоже жизнь есть человека. То есть жизнь имеет все спектры управления. Поэтому взять и, например, значит, как-то соединить структуру вечности и структуру жизни, на самом деле, в общем-то, совершенно несложно. Достаточно перевести из структуры жизни в структуру вечности хотя бы один луч управления, и начинается смешивать процесс. И вот когда, значит, мы вот это, ну, некое смешивание, что ли, выглядит это как бы даже не то, что смешивание, как мгновенное, вначале выглядит как элемент некой динамики, а потом это как мгновенное схватывание, вот когда там похоже на то, что когда там сильный мороз, сразу возникает кристалл именно льда. То есть жизнь моментально приобретает вечные свойства, стоит только ей, жизни, где-то соприкоснуться с реальной вечностью. Или на уровне точной информации, или на уровне там, познания. И получается, что Бог имеет контакт и на уровне познания, и на уровне точности информации, поэтому у него контролируемость бесконечная, да, любого действия, любой величины. То есть для Бога бесконечное действие — это его уровень контроля за величиной. Он видит следствие любого события в бесконечном развитии. И когда вы начинаете воспринимать так же события, то вы получаете, что любое конечное действие часто это на самом деле необходимость регулирования какой-то бесконечной среды. Вот именно в том статусе, в котором эта среда должна быть организована в будущем с точки зрения Бога, человека или там, всех людей вместе взятых, или там, всех элементов мира. И вот когда мы смотрим уже частность, например, мы берем все элементы мира. Это молекулы, какие-то микровещества и так далее. И смотрим, почему вообще это действие в текущий момент, там, любое действие, например, там, человек пошел в магазин. Казалось бы, это есть информация об этом действии, даже можно не рассматривать самого человека. Почему, например, это действие в бесконечной величине вызвано каким-то колебательным контуром, например, одной молекулы, да? Мы можем чисто логически эту задачу поставить, а можем, вообще говоря, посмотреть почему и сказать, что если мы, например, эту молекулу не закрепим таким действием, то, например, там происходит некая проблема с силой тяжести, там, уменьшение, да, резкое. Такая величина в бесконечном уровне развития, вообще говоря, логически возможно. Логически возможно, что при бесконечном развитии с физическими законами может происходить как бы любое действие. Ведь вплоть до того, что если там какая-то комета может там двигаться в сторону Земли, то ведь для человека, для его жизни практически без разницы. Либо она двигается по каким-то физическим законам, либо видоизменяются физические законы, то человек должен в бесконечном развитии контролировать сами физические законы. И когда, например, мы начинаем рассматривать вот эту зависимость, тогда понятно, что действие сейчас, человек идет в магазин, и действие, что он контролирует там, физическую реальность, да, в бесконечном развитии, в принципе, сопоставимы. То есть нет разрыва между локальным действием человека и его задачей. То есть задачи формируются на уровне интеллекта, там, логики и на уровне, кстати, реальных величин, таких как там, какие-то эволюционные процессы во Вселенной, в обычной материальной Вселенной, или же структура развития духа. И, кстати, когда мы смотрим, как развивается дух человека, например, да, на уровне там, отдаленной материи познания, например, как можно посмотреть, что дух более развит на уровне оптики, это как бы определенная величина, то видно, что есть некая такая сингулярность действия, что дух развивает синхронно развитию всех объектов именно материальной среды, и
в общем-то, можно на духовном уровне постоянно как бы чувствовать, ощущать, даже знать просто, кто вот развил, например, исследование в эту сторону, управляющий, что вообще происходит во Вселенной именно в макросистеме. А оттуда путь в микросистему совершенно прямой. Он есть восприятие уже человеком. Вот почему Бог воспринимает мир человеком, да, в структуре там любого, ну в том числе там первичного управления, потому что восприятие человеком это есть переход между значит, познанием, да, в макроуровне и в микро. То есть человек, он может одновременно воспринимать и макросистему, и микросистему. То есть он уже знает, что существует там маленькие величины. Ну, например, нет микроскопа, да, раньше не было до какого-то времени. Тем не менее, человек все равно понимал и мог связать эти явления макро- и микросистем. И даже если бы он находился там в большой сфере, например, все равно он мог бы связать большое расстояние или пространственное мышление с локальным уровнем. То есть у человека уровень связи – это и есть он сам. На уровне бесконечной величины он понимает, что он сам является связующим звеном всех явлений реальности для себя, да, для своего восприятия. А значит, в принципе, для всех он может таким быть, если он эти знания покажет, вот как он их видит сейчас. И когда он начинает, человек, показывать, то он сначала смотрит, как это делает Бог, а Бог делает одновременно для всех. То есть Бог должен быть виден всем одновременно. А когда это получается, когда свет, идущий от одного события, то есть от конкретного человека, и идущий от Бога, таков, что он проходит бесконечное количество событий, как бы заворачивает в сторону Бога. То есть он начинает закругляться в бесконечности. Почему, например, бесконечность часто не воспринимается как система прямых неких линий в оптике восприятия, а как некая величина, которая имеет более сфероидальную, более как бы округленную форму уже дальше. Массив информации нарастает. Чем дальше, тем больше массив. Значит, мы должны воспринимать область более большую, получается, да, вот логически. А более большая область начинает как бы закругляться, начинают появляться контуры сфероидальных величин, а сфера — это уже обращение назад. И когда мы начинаем обращение, круг обращения смотреть, мы выходим на Бога, поэтому Бог и видит все линии одновременно. И поэтому, кстати, конечная величина содержит в себе бесконечный контекст. Любая конечная величина, которая выражена там, даже, в общем-то, в плоском варианте, а особенно если там в трехмерном, всегда содержит контекст бесконечного уровня. И задача управляющего, получается, здесь именно того, кто действует в структуре преобразования вечности, найти всего лишь навсего, в какой точке этой геометрической величины, например, там, тело человека, физического тела человека, или даже действия человека, духовного действия человека, найти структуру вот этого именно бесконечного развития, или там личного даже развития. Ведь Бог личность, он видит все лично, соответственно, как только человек понимает, что лично он все это видит и контролирует, он начинает контролировать бесконечное пространство. То есть понимание и восприятие такое, где человек понимает систему, да, в целом, как раз-таки это и есть уровень контроля. Это то место, где человек контролирует бесконечную величину, которая находится в конечном объеме. И когда вы начинаете это видеть, то здесь вот именно система преобразования вечности, например, там, конкретно там есть какая-то конечная величина, например, растение. Где-то там в вашем восприятии вы можете просто на улице посмотреть, увидеть растение или цветок на окне. И вам нужно сделать так, чтобы вы выявили бесконечный контекст этого листка. Да? Тогда можно пользоваться приемом там, как бы захвата изображения, то есть идет вот эта волна, она сфероидальная, закручивается, и вы смотрите своим мышлением не прямо, как физически, а смотрите обратной волной. То, что я объяснил, все идет к Богу, да? Смотрите через обратную волну, через сфероидальную, где закручивается линия восприятия, например, мышления, и уже контекст вот этой волны, серебристо-золотистый обычный цвет она имеет, проходит через этот лист. И, кстати, как только она проходит, эта волна, к вам, как бы, да, хотя реально она сначала идет на уровень Бога, вот, кстати, хороший контакт с Богом все делает бесконечным в действии. Тогда вы постоянно выходите на контакт с Богом, получается, в действии причем. То есть даже, в общем-то, не тратя там времени на слова и так далее, вы постоянно с ним взаимодействуете. Потому что одна волна идет к Богу, другая проходит через этот лист, да, например. И здесь вы видите, что как только
эта волна доходит до листочка, моментально вот эта структура, жесткая структура вечной жизни сразу проявляется в растении. Тогда растение становится совершенно управляемым. Можно взять и вот этот стебель жесткий подвинуть, и начиная там больше вот эти соки двигаться по капиллярам, можно увеличить рост растения и так далее. То же самое, кстати, можно эффективно использовать там, при лечении заболеваний, если есть у человека некие проблемы, можно также обратной волной, только для человека, здесь что характерно, обратная волна может быть и в виде прямой волны от человека к человеку. Вот здесь вот, как правило, главное выделить именно спектр бесконечного действия. То есть один человек посылает другому человеку бесконечную систему жизни. Тогда это, кстати, совершенно определенная волна, это такая более светлая, серебристо-белая система, которая имеет внутри некие такие, как бы, системы корпускулярные, несколько такие вот полости даже, которые как рассыпаются, как системы корпускул, неких фотонов. И на восприятие, что ли, вот, ну, есть понятие, если ввести понятие восприятия, как вообще воспринимается информация, да? В системе преобразования вещи надо стараться еще и воспринимать. Вот. Это некое там, ну, как некое полое пространство воспринимается, как некая полость, так скажем, да? Где внешним контуром является бесконечная величина. То есть в данном случае полость это есть характеристика диагностики этой бесконечной величины, которая в виде света видна, да, дальше. Тогда мы можем не контролировать огромное количество света, а нам достаточно контролировать, что вне этого света, как делает Бог. Ему достаточно одной точки абсолютного контроля, и он все контролирует. То есть он, получается, свет производит, да? При этом он производит свет не конкретно в этой полости или в той точке, где он находится, он может где угодно его произвести. Чтобы взять и большой массив информации куда-то передвинуть, Богу достаточно в этом массиве чуть-чуть добавить там, одного зерна света. Есть такое понятие, как зернистый свет. Если вот вы, кстати, начнете исследовать свою мысль, то вот зернистый свет — это первичный уровень организации вашей мысли. Как вообще знать, мысль правильная или нет с точки зрения поступков? Значит, здесь диагностика очень простая. Когда вы начинаете рассматривать зернистость структуры, значит, ваша мысль находится в структуре правильных, точных, ну, как бы близких, по крайней мере, к фундаментальным событиям. Значит, но вот эти события, именно к которым близко находится мысль, надо еще контролировать на реализацию все равно. То есть вот здесь важно следующий уровень контроля обязательно делать. Не просто вот есть событие, посмотрели, мысль правильная, соединили и все, да? А будущее событие все равно надо контролировать, чтобы вот этот обратный свет вернулся к мысли, и мысль бы отработала именно в структуре всеобщего контроля. Ведь то, что приходит к Богу, потом значит, реализует в структуре именно всеобщего контроля. Поэтому получается, что мысль должна работать, в принципе, примерно так же. То есть она должна стать легкой, да? То есть она не должна быть все время нагруженной там какой-то информацией. И дальше уже возникает действие. Вот как, например, мысль приходит в действие на уровне там, событий. Не всегда мысль приводит к действию. Может быть мысль, но не быть действия, да, какого-то физического. Но, в принципе, если это совпадает, то можно четко увидеть, что мысль приходит в действие только в том случае, если линии перехода и бесконечные по структуре там, зернистости, по светооптике, по структуре связи с Богом и так далее. Получается, можно видеть реализацию мысли, или, например, там, насколько точное ваше поведение, да, в каком-то уровне управления. Например, человек там в лесу, ему нужно куда-то идти правильно, но нет компаса. Тогда он должен обязательно отслеживать вот эти вот, ну, они выглядят как где-то под углом 30 градусов, структуры постоянного света. Вот свет выглядит как и постоянный, и динамический. То есть есть динамика, но при приближении вы видите только статику, постоянное свечение. При приближении к Богу возникает все чаще структуры постоянного свечения. И когда вы начинаете видеть, что это свечение, ну, фактически как бы не двигается, значит, вы идете правильно. То есть так, кстати, можете искать дорогу, и так можно принимать решения. И когда вы начинаете делать управление, ну, кстати, это очень универсальный механизм, ну, например, там, лечение заболеваний, да, на расстоянии там, у любого человека. Какой следующий уровень управления нужно сделать при лечении? Если мы не делаем там внешний анализ системы, часто же времени не так много, чтобы анализировать связи в системе, там,
и вообще нужно ли заниматься анализом. Это тоже, кстати, время. Чтобы сделать анализ, это надо огромную систему управления часто применить. То есть фактически анализ — это все равно ваше же управление. А в данной системе вы можете просто линейно прямо идти, только пользуясь структурой света. То есть ваш путь — это вот этот конкретный, проявленный в бесконечности случай, тогда можете в этой системе, можно практически как Браунинг работать, либо же можно достаточно, в общем-то, интенсивно. Здесь нельзя сказать, что очень быстро. Можно за определенные короткие, в дни какие-то, там, в неделю максимум, выращивать тканевую структуру человека. То есть какой-то, например, там, орган до уровня реального, уровня именно физического. Вот эта технология позволяет это делать, потому что там получается, что вы как бы закругляете огромные массивы света в своем локальном действии. Когда вы начинаете это локальное действие как бы выводить на уровень вот этого, ну, как бы закругления, то вы видите, что все тело человека, вообще говоря, построено так, что каждая область, она постоянно осуществляет переход одной структуры вечности в другую. То есть как вообще устроено тело человека с точки зрения вот этого процесса контроля бесконечного количества событий. Здесь можно увидеть, что как раз-таки переход, именно преобразование одной вечности в другую, одной структуры вечности в другую, и есть структура взаимодействия органов на физической реальности. И часто, чтобы излечить заболевание, человеку достаточно просто выровнять этот переход, ну как некий канал, там сбалансировать, и все. И заболевание исчезает, потому что вы просто-навсего вот эту систему преобразования привели в норму. Ведь по сути любая система — это преобразование вечных величин, даже вот на уровне фотонов. Но человек все равно даже на физическом уровне состоит из микросистем, атомов, там, молекул. Получается, там все равно происходят эти преобразования внутри, да, как бы человек. А тогда какая разница? Проекционный свет все равно в конечном итоге и есть реализация этих преобразований. И поэтому здесь очень важно видеть именно душу человека, структуру души. То есть вот есть там разговор душой, да, когда вы начинаете уже определять статус более ранний, то есть душа создана Богом, и любые системы преобразования, они являются уже следственными. И в связи с этим получается, что вот это вот действие души или там разговор душой с Богом, это есть то, что контролирует тело как бы извне. Здесь можно очень четко видеть, что душа всегда находится в пространстве совершенно, ну, в общем-то, изолированном, как бы изолированном от структуры, например, там, любого действия в бесконечном развитии. И вот чтобы бесконечное развитие было выровненное, ну, то есть спокойное, там, гармоничное, системное, нужно постоянно ощущать собственную душу, или, по крайней мере, там, постоянно какие-то моменты, а так периодически об этом вспоминать и приходить к этому. Но на уровне вот духа надо постоянно научиться это делать. Что душа, она у вас ну, совершенно уникальна в структуре места, да, событий. Как только вы начинаете это видеть, вот у детей, кстати, такие ну, проходит часто система восприятия, они это фиксируют как систему действия, но душой. Это действие, кстати, оно необычное, потому что любое действие сопровождается бесконечным как бы ореолом и оттенком. То есть не имеет логического конца. Действие произошло, но все время ожидание, а что будет дальше. Да? Вот. И, кстати, у детей это достаточно развитая система восприятия. Он все время как бы задается этим вопросом, потому что вот эти вот лучи света, они очень четко выявлены, и он все время думает, что будет дальше. Хотя, в принципе, даже имея прогностические системы, этот свет, он, ну, например, дети, у которых развиты такие системы, этот свет, там, что будет дальше, он существует как бы сам по себе. Хотя он видит, что действие исчерпалось, например, да, какой-то вопрос сохраняется. И возможность вот этого, ну что ли, действия от этого вопроса, что будет дальше, умение этот вопрос вылить в структуру следующего действия, это тоже система непрерывности в связи каких-либо событий. То есть для человека правильно выстроить слова, умение одну группу слов как бы ввести в структуру действия, значит, ну, другого события, и причем такого события, например, которое называется, может быть, совсем другой группой слов. Это есть тоже элемент, где, например, дети, ну, может быть, уже там иногда взрослые этим пользуются, а профессионалы там в управлении часто системно пользуются, как одну группу событий перевести в другую, как одну группу слов там как бы сделать такой, что первичная группа слов, она практически не влияет на следующую и является как бы гармоничным первичным статусом следующей группы слов.
А группа слов, я говорю, что это, например, там, описание события какого-то, которое описано какими-то словами. И вот в качестве управления примените такой очень, в общем-то, простой прием. Возьмите и посмотрите, как можно соединить самые, ну, в общем-то, разные системы, там, какие-то новости по телевизору, там, по радио, в газете, какие-то мысли. И посмотрите, вот следующее событие, при этом при всем, может быть воспринято достаточно гармонично, или, по крайней мере, естественно. Вот куда предварительные системы, ну, как бы деваются, вот куда информация, ну, или рассеивается она, или куда она вообще стекает, что ли. Вот надо вот постараться понаблюдать эти связи, и вы увидите, что вот переход одной системы в другую возможен именно в системе преобразования только на вечных величинах. Потому что в вечной величине есть любой смысл первичного действия, ну, имеется в виду в позитивном контексте. Тогда получается вот этот свет. Что дальше, ну, как бы переход, да? Действие закончено, но нет четкой определенности в законченности. Вот этот, ну, несколько, как я объяснил, что это бывает в детстве, хотя можно это просто специально посмотреть, что такая система существует, просто человек со временем к этому привыкает. И для него эта область информации, она практически, ну, уже дальше не реализовывается, он видит только линейные, более, как бы, следующие пролонгированные системы, а вот эти вот промежуточные системы, ну, как бы изучение внешнего мира становится, может быть, более автоматизированным, и он часто не обращает внимания. Хотя сам вопрос существует, он существует, но, может быть, в виде уже следующей мысли, да, следующей задачи. И получается, что переход от причинно-следственного, что будет дальше в следующей задаче, это уже просто учет в следующей задаче, ну, без анализа предшествующего действия вот этого вопроса, что будет дальше. То есть свечение этого вопроса как бы априорно там, до опыта переходит в структуру следующего управления, вы получаете уже опытным путем, что делать, например, с этим уровнем управления, то есть что вообще делать дальше просто. Значит, первичный вопрос, что будет дальше после законченного события, приводит к ответу, что делать дальше, даже если событие сложное. Вот я вывел здесь такой закон. Поэтому достаточно, получается, организовать человека один раз, а дальше он может жить вечно. Ну, если так экстра вообще просто взять и на бесконечность расширить эту идею. Да? И получается, что мы имеем управление такого типа, что на бесконечном уровне человек все время созидает, точно зная, что у него в будущем действительно есть там бесконечное развитие. Вот есть уровень совершенно точных знаний, которые человек постоянно, как оказалось, вот сейчас я показал, постоянно использует в структуре обычных своих действий. Просто он, ну, как правило, или не смотрит на характеристику этой информации, а просто делает, да? А если на нее посмотреть, постараться разобраться, откуда вообще происходит действие, вообще, как можно в таком большом мире, где, если считать, что вся информация это есть определенный уровень жестких связей, как тогда вообще человеку двигаться там при таком большом оптическом как бы фоне, да? Значит, на него должна работать огромная величина, ну, фактически бесконечная величина, чтобы он совершил хотя бы одно действие. Например, мы перейдем к такой модели мира, что все элементы взаимосвязаны в плане там, весовых даже категорий. Тогда получается, что количество света, которое давит на человека, огромное количество. И что-то ведь приводит к тому, что он практически не ощущая этого, спокойно там какие-то дела делает, значит, именно действие бесконечного света в конечном уровне мышления, да, позволяет ему это делать. И как только вы это видите, вы видите, что вы можете менять, в принципе, ну, такие вот там вещественные факторы, как температуру там, воздуха, среды, можете менять светоуровень отдаленных систем, каких-то там очень отдаленных, вплоть до уровня, там, предположим, свечения галактики, взять вот свет галактики. И можно видеть, что уровень мышления сопоставим с какими-то макрособытиями. То есть на самом деле ничего сложного нет в том, чтобы, там, например, управлением создать влаг какой-то там, ну, как говорят, там, сделать дождь, там, например, да, если у кого есть время и так далее. То есть здесь получается, что вот влияние на макропроцессы это также естественно для человека, как, например, там, любое действие. И когда вы начинаете видеть такую зависимость, ну, как правило, там просто так делать дождь или не делать дождя особого смысла нет. Человек, который занимается управлением, он все время экономит, и у него стоит задача реальная, то есть делать какую-то реальную работу в условиях интеграции и, вообще говоря, равности любого мнения.
Поэтому опять стоит задача образования. И вот когда вы начинаете в действии передавать структуру образовательную, то есть учить кого-либо совершать подобное действие по вечному развитию, вот здесь все замыкается на уровне естественности. То есть первая передача информации, все, дальше уже все естественно. Достаточно только одному человеку принять эту информацию хотя бы раз. Поэтому Бог, когда дал сведения о вечном развитии мира, и как только, например, там, первый человек принял информацию, все, сразу понятно, что мир будет иметь бесконечное развитие. Ему было достаточно одного принятия. А не говоря же о том, что дальше это были уже идеи достаточно широкой части, да, населения. Поэтому получается, что мы тем самым можем влиять на систему коллективного сознания через структуру преобразования вечности именно тем путем, который сейчас я показал. То есть мы можем на коллективное сознание влиять не потому, что мы там, предположим, просто через слова, там, через там, большое количество каких-то там статей или там телевидения, а так, что мы можем просто за счет даже отдельных уровней знаний, показывая связи между элементами там, вечного развития, элементами вечности, мы можем вполне фактически реально работать с коллективным сознанием в плане вечного развития, чтобы в коллективном сознании информация образовывалась и как бы спускалась уже к людям там, да, в готовом виде, например, в виде уже материальных там, статей каких-то книжных и так далее. То есть фактически задача, предположим, как написать книгу через структуру там, макроуправления. Да? Достаточно просто проследить, что одного человека данная книга спасла, или там данная строка в этой книге. И все, книга фактически готова, вам главное просто там время есть переписать или там продиктовать, и все. А дальше цикл замыкается в управлении, информация начинает уже идти назад, как делает Бог, каждый идущий к нему элемент управления создает более расширенный элемент реальности. То есть дальше уже вы можете дать там нечто другое, или там 10 книг и так далее. То есть как бы поставить управление или там реально написать. И получается, что когда процесс образования такой, что следующий массив, он там, например, все больше и больше, мы видим вот этот внутренний шарнир, как бы некий такой светооптический уровень регулирования реальности, где прям видно конкретно, как идет преобразование от одного уровня динамики, да, к следующему, более там, широкому, более объемному уровню динамики. И, в принципе, здесь видны переходы на уровне вот этих скачков практически именно света, то есть идущих скачков от одного уровня, например, некого такого колеса к другому, и вот эти вот скачки перехода, мгновенный свет так называемый, самовоссоздаваемый свет. То есть свет, фактически вот мы видим, что, если взять вот как некий там факел, раскрутить один, некий волчок, ориентировочно, так скажем, по часовой стрелке, и вот свет, мы, например, будем считать, что сила тяжести существует, которая вытягивает эти фотоны. И когда начинают они вытягиваться, они начинают как бы отрываться от этого крутящегося колеса. Так вот, стоит только ему, свету, двигаться в сторону отрыва, то видно, что в прямом смысле слова он не отрывается, потому что свет — это же всегда луч. Вот представить свет в виде одной какой-то, например, корпускулы, там, какой-то точки светящейся можно, но очень короткое время. Как правило, сразу начинает идти свечение от этой точки. Или вы усилием воли держите, не даете ему выпускать лучи, да? Тогда, получается, вы применяете волю и попадаете в следственную систему координат. А я же говорю про реальное управление, поэтому вы должны уметь работать в реальных системах. Это все равно, что плыть на реальном корабле или там рассматривать компьютерную модель, если вы, предположим, работаете за счет управления волевого усилия в этой системе, на преобразование вечности. Поэтому здесь нужно увидеть именно реальный процесс. А реальный процесс, что как только луч начинает развиваться, и где, казалось бы, должен быть отрыв уже этой корпускулы, моментально просто-навсего изображение возникает параллельно такое же в другом месте, и причем прям видно, что время возникновения изображения точно такое же, как вы как бы начали в более раннее время. То есть вы встречаете, вот у вас луч пошел, я беру и 5 секунд тяну этот луч. То есть я раскручиваю колесо, вытягивается, и сейчас уже вроде бы должен быть отрыв. Потом моментально возникает где-то здесь, на уровне, как правило, отдаленного стратегического управления,
такой же луч, но он возникает в том же времени, там, минус 5 секунд назад. То есть получается, что я как будто бы делал здесь. Если вот я уже историю информации начинаю сканировать, изучать, да, но я же там не делал, то есть я делал в одном месте. И получается, что, то есть это я знаю, например, да. Получается, что Бог, Он контролирует любое время через один уровень управления, но который контролирует сполна, и ему знакомы все системы как бы связи, получается. И если мы переходим к другому уровню, уже зная, что так процесс и будет, то есть он всегда один и тот же. Мы берем от окончания этого луча, прочерчиваем линию, заранее, например, да, и получаем в этой системе насыщение предшествующей фазы. Так, кстати, самонасыщается организм, ну, назовем, предположим, некой субстанцией действия. Это даже не энергия, а именно энергия, это как по структура. Можно иметь много энергии, а действие — это другая величина. Вот как организм перемещается там в внешней среде, да? Или как происходят процессы духовного обмена. Это как раз-таки каждое следующее действие, окончание действия, это всегда начало в другом месте. То есть вы каждым действием всегда строите себе следующее действие. Причем в начальной точке ваше действие заведомо успешно получается, если вот эту модель применять. Потому что вы изначально в минус времени как бы себе уже обеспечиваете следующий фактор, следующий шаг, да? Уже у вас платформа готова. Поэтому для Бога понятно, что Он всегда реализует свои задачи, например, там, по вечному развитию людей. Значит, достаточно хотя бы одной мысли, принятой одним человеком. Все, значит, это будет реализовано. И вот здесь вот возникает очень достаточно интересная среда, вообще говоря, ну, требующая, возможно, некого внимания, может быть, даже изучения, у кого есть время этим заниматься, что любая созидательная мысль, она, ну, во-первых, не может возникнуть как бы ниоткуда, значит, есть какие-то законы возникновения, хотя это может быть просто желание человека, да? И получается, что если мы, предположим, вот эту вот систему, что ли, управления, ну, как бы берем и начинаем смотреть, какое желание, как выражено, например, мы видим, что человек пожелал что-то сделать, как вообще мысль это возникла, вот что спроецировало это желание на уровне управления, то получается, что мы видим определенную систему связи и законов. Ну, человек там пожелал пойти в магазин, это понятно, значит, получается, что здесь практически есть магазины, да, внешняя реальность отражает эти магазины. Если мысль какая-то иного там качества, то она все равно там логически где-то базируется. Но здесь еще есть как бы вот личный уровень действия человека. И видно, что вот, что бы созидательное не пожелал человек, вот, реально в структуре развития есть это пространство бесконечных связей, где обязательно реализуется мысль человека. И, кстати, вот исходя из этого, между прочим, зная вот этот закон, там, тем, кто именно развивается вечно, достаточно не скучно, по крайней мере, жить. Он знает, что если он там сможет придумать мысль созидательную, он может ее реализовать. И получается, что исходя из этого, ну, как критерии, там, как практики, вот, да, мы там реально вечного развития должны думать о том, чтобы человеку было там хорошо, он приятный, он был бы инициативен еще в вечном развитии. Значит, он может, изучив пространство перехода одной структуры вечности в другую, всегда создавать, например, ну, как-то даже планомерно там, свои следующие мысли, которые бы как раз-таки более интенсивно его, что ли, развивали в структуру вечности. Не в плане там какого-то более быстрого действия или большого количества дел, а в плане именно большей даже, скорее, устойчивости других людей. Когда другие люди практически быстро осваивают, ну, примерно то же самое, да, вечное развитие именно системного плана. И когда вы видите эти системы переходов, то видите, что только реальная вечность, там, где преобразования, да, они бесконечны и имеют как бы одну величину. Вот взять, например, все вечности мира, там, любые системы преобразований и так далее. И, значит, посмотреть, где, например, вечность человека, ну, или там какая-то вот универсальная, что ли, вечность, какая вообще она. То есть, если любая система может преобразовываться, то должно же быть что-то проекционная, по крайней мере, да, некая универсальная среда. Так вот, эта универсальная среда, кстати, действительно существует в восприятии человека, и это первый фактор восприятия Бога на уровне взгляда, вот, например, там, физическую реальность, любую. Вот Бога можно воспринимать, там, смотря на Бога напрямую, а можно
просто посмотреть куда-то там на какой-то ландшафт и воспринять Бога чем-то, да? Например, там душой человека. И вот этот уровень и есть универсальный, то есть Бог это есть универсальный уровень, уровень некой там всеобщей любви, который доступен каждому, и он существует в любом действии человека. То есть в изначальном действии это существует. То есть человек в принципе воспринимает по большому счету самого себя в первый уровень. И когда именно как он создан изначально был Богом, да, в любви Бога. И тогда получается, что уровень создания каждой души человека, вот есть понятие там, молодая душа, например, иногда используется еще какая-то. Значит, на самом деле, зная вот этот закон, можно видеть, что душа, во-первых, может быть действительно тогда всегда молодой, то есть держать уровень управления на уровне как бы до действия. Как вот вообще сделать душу молодой, как омолодить душу, если так вот поставить вопрос. То мы сначала делаем управление, значит, первое, да, вот как я объяснял, рассматриваем структуру вечности, например, по часовой стрелке, просто берем и раскручиваем некую информацию, увеличиваем контур. И в контуре, где который, ну, как бы вариант параллельно растет, с того же времени мы ставим структуру управления до. То есть до момента как бы реализации, ну, как бы действия души. Мы создаем более раннее состояние души, более близко к Богу. Значит, на определенном там максимальном удалении ближе к Богу души вообще равны все, даже по времени создания. Вот с точки зрения Бога вообще все равны, ну, тем более там души, да, люди. И получается, что если мы хотим посмотреть вообще, как Бог воспринимает разницу, Он воспринимает разницу только в действии. Ну, то есть одна душа выбирает, что делать, другая там это не делает и так далее. И получается, если совокупное действие такое, что там души решили объединиться и там создать там свою собственную вечность, которая делает их вечными, да, их там физические тела, да, это вполне допустимое действие, некая такая восьмерка, то есть концентрический бесконечный круг управления, где получается, что мысль создает именно ресурс действия. Кстати, человек также и поступает, он сначала что-то продумывает, потом делает, если вдуматься, то мысль создает действие, ну, логически, по крайней мере, он сначала продумывает, потом делает. Или если обстоятельства, то сначала какое-то действие, но все-таки воспринимается на уровне там, следующего мышления. И получается, что если мы следующее мышление делаем таким же, да, как вариант предшествующий, то есть ну, логического мышления, то есть мышление в результате действия делаем таким же, как мышление, которое приводит к действию, то мы настраиваем свою систему управления так же, как делает Бог. Для него что начальный уровень действия, как бы, что начальный уровень мышления, из которого следует действие, что само действие, там, или, например, следующий уровень мышления, который уже после действия происходит. Это все одно и то же для Бога, потому что начало действий, следствие, анализ — это вообще все одна величина. Он же вообще создает все. Он, включая, в общем-то, и структуру анализа сам создает в действии. То есть Бог должен создать и систему, в общем-то, любого восприятия. И получается, что, исходя из этого, мы можем четко сказать, что для того, чтобы действие было ну, фиксированным, да, что человек, который там, занимается технологиями именно вечного развития, реально жил вечно и контролировал этот процесс на уровне, например, ну, технологии преобразования вечности, как метода, он должен совершенно четко видеть, что независимо от того, что он будет думать потом, да, или даже делать там, до какого-то события, или до этого события, у него все равно есть только один единственный путь именно вечного развития. То есть фактически, ну, естественно, там есть спектр каких-то совершенно очевидных событий, которые делать, например, нежелательно человеку или нельзя, там, он должен беречь, например, там, физическое тело, да, по крайней мере, как-то логически, то есть речь не идет о неких преобразованиях тела, там, а именно о каком-то логическом статусе. Если там уже все люди научились и могут тело преобразовывать как угодно, ну, условно говоря, никакое событие не влияет на тело, то есть тело не подвержено никакому физическому разрушению. Тогда как бы проблем нет, но пока хоть один человек этим не обладает, то речь идет о обычных логических системах, нормах, да. И вот когда человек придерживается ну, каких-то элементарных норм там, безопасности поведения и так далее, он должен четко понимать и знать, что уже сейчас там, он обеспечен все-таки тем комплексом событий, которые гарантируют его реальное вечное развитие.
И получается, что исходя из этого мы совершенно четко видим, что здесь как раз-таки необходимо вывести структуру независимости действия человека от того, что будет вообще происходить. То есть некая универсальная, как я сказал вот до этого момента, вечность, которая является либо проективной вечностью со всех систем вечности, либо это есть просто-навсего знание человека. Вот получается, что знание человека — это есть структура всей вечности, как бы реальных систем вечности, но как бы адаптированная в структуру практически действия, то есть изученная, что ли, вечность. Да? Знание — это есть структура примененного уровня вечности. И вот когда вы начинаете, например, ну, в чистом виде вот, как бы рассматривать вот это само знание, некая такая сердцевина вечности, и работаете только на этой величине, то, вообще говоря, это структура, которая позволяет очень быстро организовывать события будущего, то есть с колоссальной скоростью образовывать такие нормальные, в общем-то, позитивные структуры будущего развития. И получается, что, исходя из этого, вы видите, что в структуре именно, ну, как бы бесконечного развития часто текущая, там, внезапная, конечная или там любая величина все равно не определяет по большому счету вашего будущего устойчивого развития. Вот здесь важно это просто научиться видеть через структуру перехода, например, локальной вечности в структуру, там, например, динамической вечности. Там есть еще понятие проекционной вечности, как бы вот много структур вечности проецируется куда-то в одно место на просто физическом уровне. Но при этом, когда вечность постоянно двигается, свет тоже начинает изгибаться, и вот статичная система вечности, в принципе, ее нет, она все равно начинает выгибаться, то есть двигаться, быть динамичной. Но можно сказать, что проекционная вечность — это первый контур мысли. Он тоже динамичный, его можно, в общем-то, зафиксировать, но он начинает все равно со временем как бы плавать в пространстве информации, и в одном месте его удержать только усилием воли можно. Вот если вы обратите внимание, там, вы начинаете думать, при этом вы же мысль свою часто воспринимаете как систему, ну, некую, которая все-таки перемещается вокруг какой-то информации или возле физического тела, и сказать, что вы продумали, и это все время на одном месте, достаточно сложно, потому что мир меняется, и даже вы находитесь не в том же месте уже в информации. И получается, что чтобы вот вы находились всегда абсолютно в одном месте, как бы для себя, да, вы должны воспринимать свое тело физическое. Значит, именно тело — это есть структура как бы аккумулирования вечности, именно структура фиксации всех процессов, где вы не ищете свою точку информации, а вы все время находитесь в структуре, в общем-то, первичного управления. То есть управление вечностью — это есть сверхскорость преобразования как бы оптического сигнала от вашего физического тела в общем-то, в любую другую величину, либо на уровне духовного мира, это значит развитие и распространение духа, либо на материальном уровне. И когда вы уже учитесь, и, в принципе, здесь не так долго этому, кстати, научиться в этой технологии, уметь духовный уровень там, соединять со структурой материального мира, то получается, что вот именно вот эта стыковка на уровне как бы отдаленных свойств события, как научиться духом управлять значит, физической реальностью, или там, душой управлять, или элементом сознания, каким-то аспектом реальности, да, это есть элементы или оздоровления, или регулирования событий. Надо просто-навсего увидеть бесконечный след физического события в структуре развития в сторону Бога, вот этот большой массив, который закручивает в сторону Бога. Как только вы это видите, моментально идет управление событием со стороны духа человека. И тогда событие, естественно, становится полностью управляемым. То есть аккумулирование вечности, получается, на физическое тело человека, и уже в этом понимании проекция на управление событиями дает полный контроль. И, кстати, система макроспасения — это всего лишь навсего действие. То есть не надо даже часто этим заниматься, это и так становится понятным, как бы безусловно, потому что следующее действие, динамика — это и есть спасение всех. Вы просто правильно сделали, значит, вы уже там всех, получается, спасли. Ваше действие, кстати, совершенно там оправдано, совершенно канонично и получается точно. Поэтому вы сделали точное управление, оно у вас реализовалось. Причем в этой системе можно реализовать конкретно в нужное даже вам время, если там систему расширить и увеличить как бы в контексте именно всеобщего действия. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.